последние недели пресс-служба Александра Лукашенко постоянно рассказывает о его поездках на праздники то в Воложин, где перед его приездом перебили животных, то в Микошевичи, то в Мосты. Каждую такую поездку телеграм-канал Пул Первого пытается показать масштабной, и для этого в течение всего дня публикует фото и видео его стендапов. Рассказывает, как он прямо сейчас общается с местными жителями и отвечает на, конечно же, незаготовленные вопросы. Если анализировать его визиты исключительно по тому, как они преподносятся в телеграм-канале, то складывается впечатление, что Лукашенко проводит в поездках по 5-10 часов и все это время активно сближается с народом. Но в реальности все иначе. Начнем, пожалуй, с праздников урожая, которые без всякого сомнения являются предвыборной кампанией Лукашенко. За последний месяц он уже 4 раза ездил на областные праздники в различные регионы страны, и каждый раз в субботу. Последний праздник с его участием прошел в Мостах 2 ноября. В тот день пресс-служба отчиталась о его прибытии на праздник в 11:06 и в течение следующих 5,5 часов публиковала рассказы Лукашенко про 97-й год, как надо, и что заработная плата в Мостах вот-вот будет как в Минске. Последний пост о поездке вышел в 16:28. Там показали, как он спускается со сцены и идет разговаривать с людьми. Но на самом деле на тот момент его уже давно в городе не было. Ибо в Мостах он провел всего 1 час и 30 минут и улетел уже в 12:30. Еще один пример имитации присутствия – это праздник в Воложине, который прошел 19 октября. Люди Натальи Эйсман сообщили о прибытии Лукашенко в город в 10:43, и далее посты шли на протяжении 10 часов, а нон-стопом с минимальными паузами в течение 2 часов. Однако уже в 11:45 Лукашенко из Воложина улетел, но пресс-служба продолжила показывать, как он общается с чиновниками, и опубликовала крайне неожиданный старт визита, когда этот визит уже был завершен. Мы подсчитали, что в 2024 году пресс-служба Лукашенко сообщила о как минимум 24 его поездках по стране в крупные райцентры, областные центры и деревни. Каждую такую поездку Пул Первого освещает в среднем по 7-8 часов, а реально Лукашенко там проводит от 55 минут до 3,5 часов. Нам удалось установить, что как минимум в 15 поездках в 2024 году Лукашенко проводил значительно меньше времени, чем пыталась имитировать его пресс-служба. Важно отметить, что они всегда пишут, когда он приезжает, но почти никогда не сообщают, когда он уезжает. Поэтому запросто может сложиться впечатление, что он приезжает на целый день, но это, конечно же, не так. В этой таблице можно оценить, сколько на самом деле часов, а порой и минут, он проводил в поездках по стране и сколько в то же время длилась промо-кампания. Детально рассмотрим еще один его визит, который был совершен 24 июля. В тот день он направился в Минский район, куда, по нашим данным, прибыл в 10:05, а пост о его прибытии был опубликован спустя 5 минут. Далее показали, как он осматривает рапсовое поле и посещает зерноток. В 11:18 публикуется пост, где Лукашенко дает поручение Назарову. Вот только в действительности он улетел оттуда уже 18 минут назад, в 11:00. Тем не менее, нам продолжают рассказывать, что он решил провести инспекцию полей с воздуха и показывают различные указания последнего, как надо выращивать рапс. Все это происходит вплоть до 18 часов 33 минут, когда выходит последнее видео из поездки. Проводя анализ того, как подается информация в его телеграм-канале, нельзя было не обратить внимание на то, что они практически никогда не анонсируют даты его поездок. Тем не менее, несколько анонсов найти удалось. Первые 3 визита примечательны тем, что его канал продолжал показывать фото и видео визита в тот момент, когда он оттуда уже улетел. К примеру, из Иркутска он улетел в 13:00, но его канал продолжил показывать, как он встречается с местными жителями и общается с губернатором Иркутской области. Интересная ситуация произошла и с визитом к Путину на Валаам. Помимо того, что РИА Новости опубликовали фотографии Лукашенко с крайне невыгодного ему ракурса, в последний день визита, 27 июля, телеграм-канал Пул Первого не опубликовал ни одного фото или видео с ним, а лишь отчитался о возвращении в Беларусь в 23:45.
А всего за 2024 год Лукашенко провел за пределами Беларуси 26 дней, большинство из которых в России. О чем это все говорит? Ну, во-первых, о том, что перед его пресс-службой явно поставлена задача демонстрировать визит куда-либо на протяжении как минимум 6, а то и 10 часов, и нигде и никогда не упоминать о том, что в действительности он проводит на месте всего 1 час. Во-вторых, все указывает на то, что Лукашенко не может дольше находиться в поездках. Ведь неприглядные фотографии из Валаама, просьба подвезти его на машине во время парада в Москве и перебинтованная рука – все это редко появляющиеся, но прямые указатели на то, что он уже стар и у него очевидные проблемы со здоровьем. И это мы еще даже не начинали говорить о том, что абсолютное большинство времени за год он проводит, отдыхая в своей резиденции Озерной, лишь периодически выезжая на совещания и сразу возвращаясь назад. Помимо этого, подсчитано, что за 2024 год Лукашенко суммарно месяц провел на отдыхе в своих других загородных резиденциях и в деревне Александрия. Дважды в ноябре и июле отдыхал в резиденции в Беловежской пуще, дважды был в резиденции на Припяти и целых 9 раз в Александрии, причем дважды по 5 дней подряд. Все эти визиты ему были нужны для восстановления здоровья перед или после зарубежного визита. К примеру, 4 июля он прибыл в Александрию прямо из Астаны и отходил в деревне целых 5 дней. Такая же ситуация была и перед грандиозным турне «Монголия-Иркутск», перед которым он, опять же, 5 дней готовился в Александрии и прямо оттуда отправился в Улан-Батор. Таким образом, можно лишь вспомнить популярную фразу «Эра 70-летних правителей завершается». А что вы об этом думаете? Пишите в комментарии.